Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Мы продолжаем смотреть квартиры на продажу в Паттайе. Оля нам показывает самые горячие предложения, самые лучшие варианты. Куда мы приехали? Мы приехали с вами в проект Гранд Флорида, который мы с вами смотрели в галерее на макете. Он будет со своим собственным пляжем. Вы сейчас посмотрите, как все-таки чисто в районе Нана Джамтьен на юге. Посмотрите необычные квартиры для Таиланда. Там очень высокий потолок. Это сразу так вау, и дышится классно и здорово. А вот смотрите, нам не ставят зонтики. Sorry, I can't give umbrella. Светозащищающий от солнца. Подрабатываю на полставки. Спасибо. Thank you very much. Проект начали продавать полгода, даже больше, около 9 месяцев назад, и за вот эти 9 месяцев он был распродан почти на 60-70%. А на сегодняшний день уже начали вбивать сваи, видите, стоит кран, огородили стройплощадку. Сам проект будет стоять вот здесь и часть на месте шоурума. Мы сейчас пройдем в шоурум, все посмотрим, как это будет выглядеть. Оле тоже надо защищать зонтом. Стань под зонт. То есть вы думаешь, мне меховой моей шубы мало, мне надо еще Она уже сверху? привыкшая. Я еще побаливаю, поэтому я все-таки в куртке. Ладно, все. Хотя уже Спасибо, уже снято, убирай. очень распогодилось, да? Да, С утра там было вообще намного жара. прохладнее. Он испугался, убежал, бедолага. Конечно, скажут, ой, на весь мир покажут. В общем, отличительная особенность этого проекта в том, что у них свой личный пляж. В Паттайе пляж – это больная тема, и здесь он чистый, за ним следят. Это очень классно. Пойдемте направо. Пойдем. Да, вы сейчас сами во всем убедитесь, все увидите. Кстати, кто будет в Паттайе, у этого застройщика каждую субботу, по-моему, или сейчас мы спросим, уточним, по-моему, каждую субботу проходят пляжные вечеринки бесплатно. То есть вы можете прийти на барбекю, покушать, попьянствовать, посмотреть красивый закат и посмотреть презентацию застройщика. Тут, кстати, тоже кормят, поэтому если будем голодными с вами, пока будем покупать и выбирать квартиру, сюда приедем, поедим. Сейчас мы с вами ехали по дороге, да, и когда шли, вы видели, что баннером огорожена уже строительная территория. Вот это все нежно-голубого цвета, что вы видите на макете, и будет построено за тем ограждением, которое мы с вами видели. А обычно в Таиланде, когда строятся проекты резорты, дома имеют 8 этажей. За счет того, что здесь высокие потолки в проекте, дома 7-этажные. Они по высоте как 8-этажки, но в проекте 7 этажей. На территории проекта будет здесь такая, знаете, специальная зона, джентльменский клуб будет он называться, где будут встречаться вечерком джентльмены, попивать вискарик, курить сигары, играть в карты, да, обсуждать какие-то свои мужские дела. На территории будет отдельно джентльменский клуб. Дальше, когда мы проходим от этой огражденной территории через дорогу, на месте, где у нас сейчас с вами стоит шоурум, будут построены вот эти вот два домика. Они отдельно, они ближе стоят к морю. Все квартиры отсюда, что с видом на город, да, который называется, что с фронтальным видом, они имеют свой выход на море. Мы с вами заходили, когда в шоурум, видели квартиры на первом этаже со своими бассейнами. Вот они у нас отмечены, не бассейнами, а джакузи. Здесь также посерединке своя вся инфраструктура, вся территория. Далее, когда мы выходим из проекта, то есть, смотрите, люди, которые будут покупателями, да, все дома, они вот так будут по внутренности проходить через все проекты и выходить вот на этот мостик. Это не просто мостик. Мы сейчас, когда пойдем с вами смотреть пляж, вы увидите, что вот это канал. Этот канал у нас проходит с конца Джамтьена и тянется в сторону на Джамтьена. Не искусственно сделанный, а настоящая вода. Застройщики его почистят перед заселением, и через него будет проделан декоративный мостик. То есть вы по этому красивому мостику выходите на свой собственный пляж. И здесь у вас открытое море. Посмотрите, даже вот уже как красиво, да, если так чуть с макетика посмотреть, то есть вы через всю водичку, через все вот эти красивые построения проходите, идете по мостику и выходите на пляжик. Вот тут уже кто-то счастливые лежат, загорают. Пройдемте в шоурум, потому что здесь самый смак – это шоурум. Я предлагаю начать с самой классной, крутой квартиры, которых на сегодняшний день уже нету, их раскупили прямо на презентации проекта. Сделали много бетона, и поэтому влажность не сразу попадает к вам в квартиру, а через бетон. Смотрите на потолки. Ух ты! Очень Живешь как во Флориде? Почти. Очень высокий. Почти? Все такое светлое, все такое воздушное, очень красиво. Очень высокий Как леди потолки, Диор да. тут живет.
Ну, может быть, мы тут все-таки поживем, когда они достроятся? Может? Опа. Смотрите, все вот эти квартиры на первом этаже, они самые высокие потолки. И здесь не выход к собственному бассейну, здесь у вас собственная терраса и собственная джакузи. Почему я и говорю, что за счет этого не очень сильно, да, к вам попадает влажность и кипиш, потому что здесь будет ограждение. И вы такие легли в свою ванночку, здесь положили себе лежачки, вот смотрите, тут оборудовано. И вот ты так сидишь, как я буду сидеть когда-то на пангане, на своей вилле, так вот наслаждаешься жизнью. Вот. Очень красиво, очень Остаемся красиво. здесь? Мне очень нравится, когда вот такой мраморный классно, да? бассейн, прям вообще четко смотрится. Необычно, то есть на сегодняшний день в Таиланде нет такого проекта, почему я говорю, то есть чем проект новее, да, застройщики, они все круче, круче и круче делают. То есть у вас в этом проекте может быть своя ванна, да, огромное, то есть количество водопадов, бассейнов и собственный пляж. Офигеть. Пойдемте смотреть спальню. Ой, какая воздушная кровать, прям целый торт. Ой, ну окна просто шикарные, вообще, просто шикарные. У этого застройщика, он тоже, как и Universal Group, это индусы. И они, говорю, у нас молодцы на рынке в Таиланде. Они сдают квартиры со всей техникой, со всей мебелировкой. У этого застройщика еще бонусом идет занавески, текстиль, то есть это, да, постельное белье, это одеялко, Кстати, это 15 тысяч за занавески я отдавал. да, чтобы вот я самому только повесить. хочу сказать, занавески в Таиланде довольно-таки дорого стоят. Особенно здесь, видите, здесь нестандартный высокий потолок, а это будет еще дороже. Поэтому это такой плюс у данного проекта, у данного застройщика. Все их квартиры со всей техникой, со всей мебелью и с текстилем. Посмотрите, еще здесь очень интересно, сделано в каждой планировке, как мы посмотрим, своя такая отдельная зона. Вот эти дверки закрываются. То есть здесь у вас, то есть, своя гардеробная. Walk-in closet. И вы так изолированы, раз, то есть такой женский уголок, как я говорю, да, то есть тут зеркало, большой очень шкаф, что тоже немаловажно для Таиланда, да, когда вы приезжаете сюда туристам, отдыхаете, вы летите обычно с зимы в вечное лето, Да, естественно. вечное. Да, и вы вот с такими чемоданами, вот с этими шубами, да, со всем этим объемом, сюда прекрасно поместятся все чемоданы, все ваши зимние сапоги, вещи, когда вы сюда приедете в вечное лето зимовать. Здесь почему раздельный санузел? Мы, кстати, этот вопрос очень часто задавали, да, застройщику. А сейчас ты меня спросила, так экспромтом, и я тебе могу сама сейчас ответить. Застройщик решил, что это просто дизайнерски красиво, да, вот это еще золото, они отделали. А по удобству, смотрите, в основном в Таиланде все санузлы объединены. Да. То есть у тебя и душ, и туалет. По сути, если вы там не муж и жена, да, или вы там друзья, которые арендуют квартиру, пока один моется, другой тут сидит и терпит в туалет. Мне кажется, это удобно. Гораздо. Да, Это то есть, вот гораздо. что пока один моется, ты там не носишься, вы там, да, там, хочу в туалет срочно, ты пошел, сделал свои дела и А во вышел. Флориде 2 туалета. Да? Да, Не, практически постой, в каждой постой, квартире. постой. Если твой друг принимает душ, а тебе стало плохо отцом там, ты пойдешь по соседству в туалет? Но он хотя бы меня видеть не будет. Ладно, уже слышит, но хотя бы видеть не будет. А застройщик вообще сделал это дизайнерское решение именно просто по красоте. Он посчитал, что это красиво. У них тоже, видите, винтажная сантехника сделанная. Поэтому они золотом сделали вот эти вот дверки и зеркала. Ребята, вы пишите в комментариях, как вам. Нравится дизайн, не нравится, близок он вам к душе или нет. Нам очень интересно. Вот Да, мне тоже здесь очень нравится. интересно, потому что я такая очень открытая, да, девушка. Я не люблю там врать, сочинять. Вот ажур захожу, не то, сюда захожу, мне нравится. Мгм. Ну вот третий проект, куда мы поедем, он больше всех мне нравится по дизайну. Кто захочет фотосессию, по 20 бат мне сдали, я вас сюда проведу. Группа. А сколько это стоит? Вот эти квартиры на первом этаже, на сегодняшний день их больше нету от застройщика, они все были распроданы, как я вам сказала, в ближайшие там продажные дни, когда открывался шоурум, стоили они от 5 миллионов бат. На сегодняшний день эти квартиры можно уже купить от инвесторов на перепродаже. Они будут стоить 6-7 миллионов бат. Ого. Да. Вот видите, как кто-то заработал. Это не дешевый проект, я вам говорила, вот еще на макете. Так, мы сейчас с вами зашли в самую большую квартиру в этом проекте. Это two bedroom. Это также объединенная квартира с двумя спальнями, зеркальная. Да, то есть однушка, объединенная в одну большую квартиру. Минимальная стоимость таких квартир от 6,5 миллионов бат. Также обратите внимание, в чем плюс. Смотрите, отдельный вход в свой туалет.
да, когда у вас гости, опять-таки, Это они не очень удобно. проходят через всю спальню, они с коридора свободно зашли, сделали все свои дела, вышли. Большой, хороший балкон. Также здесь очень хорошая звукоизоляция. Барная стойка. Барная стойка очень удобная, очень многие хозяйки, да, девушки в основном, когда видят барную стойку, говорят, блин, как здорово, как удобно, потому что кто любит готовить, им вот здесь вот мало места, Мало. да, там что-то резать, рубить, здесь, пожалуйста. То есть ты си здесь разложилась, наготовила тебе все, что надо, здесь же ты пожарила, подала вкусняшку, пожалуйста, кушайте, пейте. Вообще супер. Вот, это очень удобно, то есть здесь за счет барной стойки очень много места для тех, кто любит готовить. Также обратите внимание на пол, я вам там не показала, комбинация плитки и вот этого винилового покрытия. Очень удобные полы, они за счет кондиционера не охлаждаются, и вы, когда выходите мокрые из душа, вы не ходите шлепая, да, по плиточке босиком, вы не скользите, и вы не охлаждаетесь, это очень комфортно и удобно. Наш опять раздельный санузел, пока один моется, другой спокойно сидит и делает свои дела. Очень красиво. Еще прошу обратить внимание, мы покажем вам, что обычно в шоурумах нету дверей, и многие думают, что их не будет. Вот здесь будет вот такая перегородка, которая огораживает спальную зону от санузла. Здесь, где мы сейчас с вами прошли в проем, будет обязательно дверь. И там в туалет будет также обязательно дверь. И при входе в комнату будет обязательно дверь. В шоурумах не ставят двери для вашего удобства, чтобы вы в масштабе сразу все видели. И так везде будут двери. Вот по телевизору идет видеопрезентация проекта, то, что мы на макете показывали. Можно пройти и посмотреть. Вот, это показывает внутренность проекта, именно какое количество воды, водоемов, водопадов будет. Посмотрите, как красиво. Оля, расскажи, пожалуйста, про аренду. Вот однокомнатные квартиры здесь за сколько будут сдаваться в аренду, когда построятся? Я думаю, что минимальная цена квартиры с одной спальней в этом проекте будет около 25 тысяч бат. За счет локации, да, то, что около моря. Естественно, в сезон это намного дороже. Да, на краткосрочный период я не берусь загадывать, да, вообще, в принципе, что будет через столько лет, но на сегодняшний день, если оценить проект, это будет от 25 тысяч бат и выше, именно за счет того, что рядышком море и очень большое количество инфраструктуры, посмотрите. Естественно, вот эти квартиры, которые сейчас вот по телевизору, да, мы видели, и шоурумы заходили со своей джакузи, Да, да. они не будут 25 стоить. Я так и Они поняла. будут тысяч от там 40, может быть, это я так, и пошло наверх. Понятно. А вот такие с двумя спальнями? С двумя спальнями, я думаю, от 40 тысяч бат и выше. Понятно. Спасибо. Да, это зависит, как всегда, вы знаете, иногда люди нам пишут, цепляются за цены, да, в аренду, там, видят на сайте 12 тысяч бат, а пишут мне там, или менеджер, мы им там 15, они, ой, вы наварились, ребят, не забывайте, что есть лето, есть зима. Зима – самый сезон, это самые дорогие цены. И одна и та же квартира, которая летом стоит за 10 тысяч, зимой может сдаваться за 20 тысяч. И если для вас это дорого, то кто-то, кто не успел забронировать ранее, возьмет эту квартиру за 20. И владельцы это тоже понимают. Поэтому это не мы диктуем цены, это сезон диктует цены. Еще большой момент. Иногда вы пишете, вот, а у вас квартира это на сайте там за 10 тысяч бат, а вы мне сейчас ее за 12 даете. Ребят, читайте внимательно. Есть долгосрочная аренда. Это полгода и год. Это самые дешевые цены, потому что вы даете стабильность владельцу квартиры, что вы на полгода, но вот эти деньги он стабильно получает. Соответственно, цена на полгода и на год, она не может быть точно такой же, как цена одного месяца. Еще такой момент, вот раз уж, кстати, очень удачно ты спросила, коснемся аренды. Не понимала, почему так происходит, и когда первый раз приехала в Таиланд и снимала квартиру также через агентство недвижимости самостоятельно, долго ругалась с менеджером, как вы сейчас ругаетесь с нами. Если у нас на месяц стоит квартира 12 тысяч бат, вы говорите, я хочу ее на 5 дней, вы 12 тысяч бат делите на 30 дней, и считаете, что стоимость одного дня 400 бат. Ребят, это не так. Стоимость посуточная самая дорогая. И она никак не относится к тому, что если месяц стоит 12 тысяч, надо поделить на 30 дней и получить цену. Она будет стоить примерно как хорошая гостиница. Она будет самая невыгодная и самая дорогая. Поэтому если вы даже едете на 3 недели отдыхать, да, там, или на 18-20 дней,
Пишите на месяц аренду, это намного дешевле. Или же, когда вам менеджер начинает говорить, что, ребят, посуточно дороже, не спорьте, ребят, мы не с потолка берем цены. Ну это как байки. Байк Вот, в аренду вот. там за сутки 250-300, а за месяц там 3000 бат. Та же самая песня с квартирами, это не мы пытаемся вас обмануть, как вы нам пишете, это просто, ну, немножко неправильное понятие. Посуточно дороже, чем помесячно. А вот эта квартира, это стандартная квартира здесь с одной спальней. То есть там квартира, да, где мы сейчас были, это первый этаж, там совсем высокий потолок. А здесь будет на каждом этаже во всех квартирах вот такая высота потолка и такой необычный, видите, треугольный потолок, что тоже очень увеличивает пространство. Вообще необычный потолок. Вся мебель, вся техника будет такая же, как здесь. А что касается входит, да, стоимости, ты говорила, что Здесь входит в стоимость все, включая занавески, подушки, постельное. И это сколько стоит? Такая квартира на сегодняшний день минимально от 3 миллионов бат и выше. Даже, по-моему, 3200. Мы сейчас посмотрим прайс. От 3200. С беспроцентной рассрочкой платежа на все время строительства. То есть в этом проекте у вас есть 3-4 года, пока дом строится. Почему я говорю, вот, кстати, тоже немаловажно, 3-4 года. Смотрите, допустим, проект заявлен у нас официально на заселение декабрь 2018 года. Да, берем, к примеру, декабрь 2018 года, все, дом готов, заселяйтесь. Но физически мы все с вами понимаем, корпусов много, квартир много, не могут одновременно приехать 800 там, 1000 квартир, и застройщик всем сразу 800 человеку, да, вот этой очереди дать квартиры. Поэтому в день физически принимается от 3 до 5 квартир. Поэтому, то есть, если вы понимаете, да, что вы не успеваете собрать вот этот вот финальный платеж на ключ к декабрю 2018 года, как вам заявил застройщик, вы пишете письмо, что любимый дорогой застройщик, я покупатель такой-то, такой-то квартиры, или Оля, звоните, Оля за вас пишет. Я хочу принять свою квартиру, у меня отпуск, только летом, 19 уже получается года. И застройщик он говорит, окей, он даже будет рад. У вас будет дополнительное время от декабря до лета, вы ничего не нарушили, вы просто на приемку едете летом, чтобы подсобирать еще деньги. Почему я вот и рассказываю, да, что там 3-4 года у вас есть, там, или 2-3 года, это я не из головы беру, а то, что есть запас примерно еще год после завершения строительства. Пока идет приемка квартир по очереди, у вас есть дополнительное время подсобрать деньги. Понятно. Вот. Следующий вопрос. Больше русских покупает квартиры в Паттайе или иностранцев? А на сегодняшний день процент русских очень сильно упал, потому что после кризиса, да, все очень долго оправлялись. Русские сейчас покупают в основном перепродажу, да, это вот горячие срочные предложения, либо недорогие проекты, как мы с вами говорили ранее, до 2 миллионов. Проекты, которые идут дороже, вот, да, как мы сейчас Флориду смотрим, Ориент, ну, средний тоже будет, в основном покупают иностранцы. Сейчас активно, очень активно сюда вливают свои деньги Китай, Малайзия, Сингапур. Русских стало не меньше, но просто на общей массе иностранцев стало намного больше. Если раньше они не вкладывались так активно, то сейчас они скупают все. Потому что если для нас 3 миллиона бат, да, для русских это много, для иностранцев, для недвижимости, из того же Сингапура, Малайзии, из того же Куала-Лумпура, Китая, это ничего. Потому что у них за 3 миллиона бат они ничего не будут. А здесь они покупают все. Поэтому у кого есть свободные деньги, да, сейчас активно, сильно сюда инвестируют. Недвижимость, вы видите, земли все меньше свободной, вся земля дорожает. Соответственно, любые новые проекты, которые будут запущены через год, через 2, они будут уже построены на дорогой земле. Соответственно, себестоимость квадратного метра будет выше. Поэтому хотим мы, не хотим, она растет. Она все равно, хоть по чуть-чуть, но растет. А если не брать во внимание статистику именно горячих предложений, да, вот этих срочных перепродаж, которые 2 года, да, как бы вот на рынке вот так вот жили, то есть покупая намного дешевле за счет кризиса, то если мы это отметем, а посмотрим на цены новостроек, рост порядка 10-12% в год. Цен на недвижимость. Поняла. Если Спасибо. не возьмем статистику именно горячих. Опять интересный, развернутый ответ. Давай дневник 5. Молодец. В общем, давайте пойдем посмотрим спальню. Очень красиво. Это, знаете, как отель Хилтон. Очень шикарно, конечно. Ты сядь. Ну что, идеальный. Такой, знаете, плотный, не твердо, не слишком мягко. Вот прям то, как я люблю. Очень красиво, шикарно.
Что бы ты сюда добавила? Я бы декора добавила. Да? Да, что касается декора, я бы добавила декор, да, это какие-то картиночки, статуэточки. Я вообще люблю такое барахло, на самом деле, как Мы полисборники. поняли, как ты Да? ходишь. То есть полисборник люблю. И для меня, на самом деле, не очень комфортно, что здесь стекло, а не стена. Почему? Потому что я очень много, да, работаю, прихожу домой поздно, и я предпочитаю смотреть хоть какие-то новости, да, что там в миру происходит, или YouTube, лежа на кровати. Отсюда я не посмотрю его лежа на кровати. А если сюда телевизор поставить? Поставить. Это не очень удобно. Все-таки я хочу вот так вот лежать и удобно смотреть. Понятно. То есть для меня вот это, да, здесь минус. И другой минус, вообще для меня минус, мне кажется, будет везде такой нюанс. Ну да, тебе же Мне ванна, мне еще ванна нужна. А здесь душ, и здесь, то есть вот из-за вот этого разделения как раз-таки я не смогу ванночку поставить. Ты поставь такую большую пластмассовую. Она не влезет. И сядь вот так ковшиком. Я сейчас живу наконец-то в квартире с ванной, я вообще кайфую каждый день. Блин, Да. я скучаю по ванне. Да, вот помнишь наши съемки в Банду-Сити в русском поселке, когда увидела Да. джакузи, я пожаловалась всему миру, что я очень люблю ванну, здесь в Таиланде только души. Твоя мечта это исполнилась. правда. Да, Это я Таиланд. исполнилась, у меня квартира с огромной ванной. Я Сколько каждый... за воду платишь? Теперь? Кстати, за воду я плачу, наверное, около 300-400 бат в месяц. А те, кто пользуется душем, платят 80, там, 150. Ну, вот вообще Но дешево. я принимаю ванну почти каждый день. То есть я ее наливаю, ложусь и думаю, как хорошо жить в Таиланде. Ну давай. Это, Сергей, как тебе этот проект? Неплохой, только единственное, что мне не нравится, вот этот дизайн, честно говоря. Вот так. Ставки Золото. какие-то золотые, непонятные, да. Как-то что-то а-ля 80-е туда куда-то, вот не знаю, мне вот это не нравится. А Похож так, на Флориду? то, что вот он голубого цвета еще мне не очень нравится. Если как бы для Флориды более какие-нибудь желтые, наверное, оранжевые тона Да? вот подошли бы, я думаю, да. Особенно там вот под Майами, там эти кубинцы живут, у них все цветное, у них оранжевые, желтые домики. Есть и синие, были и синие во Флориде, я вот знаю. Я вот в Порт-Сент-Луси в городе я видел такого же рода как бы проект. Вот он сделан вот, ну, как бы такой под старинную Америку чуть-чуть вот так вот. Блузская групп что-то украл? Чей это проект? Оля, а когда его В таком достроят? же стиле. Его достроят 20-21 год. Да. Пойдемте, то есть шоурум мы посмотрели, Да. да, дизайн. Здесь все-таки больше плюс, так как да, мы живем в Таиланде, в Паттайе проблема с морем, как мы не раз озвучивали. Да. Всем хочется моря, пляжа. Здесь не сколько на дизайн люди смотрят, сколько на локацию, на собственный пляж. Пойдемте, я вам покажу, о чем я говорю, Вот это потому да, что это это очень важно. Пляж в Таиланде хватает. Смотрите, мы с вами на макете видели перед морем, да, перед собственным пляжем, такой голубой красивый канал и мост. Иногда, если нам сейчас повезет, так как канал еще не почищен, отсюда выходят такие, как они, варанчики. Понял. А вот смотрите, голова, видите, маленькие? Нет. Вон, кто там вот плывет? Нет, это лягушка, это не варанчик. И вот иногда отсюда, знаете, прям так дружно хором выходят эти варанчики, и я бегу отсюда дальше, чем вижу. Они не опасные, что ты их боишься? Ну, как бы, ты знаешь, для меня это все равно крокодил. Да? Да. Если укусит. Хоть и маленький, но крокодилка. Вот, но это все будет почищено, будет красивого голубого цвета Вообще никак водичка. рядом до пляжа. Да, а вот И оно, уже наш пляж. собственный пляж. Да, сейчас отсюда, потому что у нас погода, да, на днях портилась, был очень сильный ветер, штормовые предупреждения, убрали лежаки. А вообще здесь всегда стоят лежаки, как я вам сказала, тусовки, да, проходят по выходным, здесь барбекю разные устраивают. Тут очень хорошо, чисто и красиво все оборудовано. А вон они, видите, спрятаны просто. Все развернули, потому что дождь. Очень красиво. И Здесь посмотрите, можно прям как свадьбу чисто. сделать на пляже. Да. Посмотрите, какое чистое море, в отличие от центра города, да, Ага. от того же там Пратанака, Джантьена. Чем южнее, чем тише. Ты сегодня не на шпильках? Нет. Я помню, мы с Олей поехали на съемки, она делала Да. вот такие каблуки, лабутены и лазила по стройке. А потом веником их подметала. Да. А сейчас у меня ребрышко болит, и я в тапочках, в кофточке, как бабушка. В основном все классные рестораны свежих морепродуктов находятся на Джамтьене, в сторону юга, прямо на море. И если вы по пляжу будете гулять, вон, кстати, ресторан первый классный, The View называется. Помнишь, Сереж, мы там тоже были с тобой как-то? Там очень много морепродуктов. И по пляжу вы будете гулять вечером. Здесь будут везде красивые огонечки, красивые подушечки на пляже. И вас вкусно накормят морепродуктами. О. А, кстати, где тут ресторан? А зрители спрашивали, где мы мидии под сыром ели. Помнишь? Да, это ресторан называется Римпа Лампин. Он находится южнее в ту сторону.
помните, мы снимали дом Бандусит? Да. Вот, вы доезжаете до Бандусита, повороты на Бандусит, разворачиваетесь в обратную сторону, и Рим Палампин у вас будет по левой стороне метров 20 после разворота от Бандусита. Понятно. Рим Палампин, наберите Google Maps, вам Вот такой помощь. ресторан. Клевый, да, красивый, видовой. Но такой же вкусный, вот здесь рядышком, называется The View ресторан. Вот где настоящий рай. Здесь, конечно, красиво. Давайте посмотрим, какая вода вообще, как чисто на пляже. Но опять же, комплекс еще не построен, не вступило здесь все в силу. Мы приедем сюда обязательно, когда он достроится, посмотрим, в каком состоянии будет пляж, какая будет инфраструктура, для вас все поснимаем. Мне вообще нравится снимать видео, где мы показываем сначала стройку, а потом показываем, что получилось. Знаете, это прям вот греет душу, мне очень нравится смотреть до-после, что было, что стало, для себя даже интересно. Сегодня сильный ветер, достаточно. Вот такая вода, посмотрите. Вода в Паттайе не такая красивая, как на Пхукете, надо это признать. Но на пляже чисто. Но здесь просто еще дно вот такое. Здесь песок, видите, не белый, а желтый какой-то. Из-за этого цвет воды вот такой. Причем этот песок, он только вот вблизи побережья. Туда дальше уже голубая вода. И почему здесь не белый песок, я не знаю. Было бы просто жемчужина. А вот там, кстати, видите, вон катаются на кайте, да, по-моему, это же кайт называется. Находится школа серфинга, кайтинга и прочих вот водных всяких, ну, развлечений, наверное, да, спорта, водного спорта. Это вот, как я вам сказала, ресторан The View, и перед входом в этот ресторан находится школа. Для тех, кто хочет, да, там какие-то водные спортивные развлечения, какую-то школу в Паттайе, она находится вот здесь. Кстати, вон с парашютом чувак летает. Я не знаю, да, он на чем-то вон едет на доске, а парашют его несет. Ну да, да. Как это называется? Еще один такой же. Вот, в общем, эта школа находится вот тут. Будете жить во Флориде, будете летать. Если так можно, без парашюта. Класс, такой запах классный от океана идет. Да. Соленый или как. Будем надеяться на вашу обратную связь. Пишите в комментариях, понравился вам, не понравилось, что вы хотели изменить. Нам будет очень интересно знать ваше мнение. Если хотите купить квартиру в Таиланде, в Паттайе, арендовать, то контакты Оли мы скинем внизу в описании к видео. Оля, напутственное слово от тебя. Напутственное слово. У нас очень много квартир в управлении, да, которые у нас купили. Теперь мы сдаем нашим покупателям в аренду. Пожалуйста, по любым вопросам в аренду, сдать в управление, помочь вам продать, помочь вам красиво, грамотно, дешево купить. Обращайтесь. Я и мои сотрудники вам с удовольствием помогут в этих вопросах. Мы с Сашей, в свою очередь, за Олю ручаемся. Мы знаем ее давно. Мы ей доверяем на 120%. Мы ее очень любим, обожаем. Рады, что мы с тобой наконец-то увиделись. А я вас очень люблю. Очень хороший человек, очень благодарна. добрый. Жду вас в вечном лете. Вот, мы вас ждем. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.